Практика быстрого исцеления. Прежде всего, это психологическая практика, направлена на то, чтобы в короткий срок излечить физическую боль или же душевную боль. Далее мы приступим к практике быстрого исцеления. И в конце, после практики, мы разберем, как работает этот метод. Сядьте поудобнее и расслабьтесь. Прикройте глаза, успокойте свой разум и перенесите свое внимание на дыхание. Дыхание спокойное и ровное. На вдохе мы вдыхаем чистую энергию, на выдохе отпускаем напряжение в теле. Дышим спокойно и глубоко. На вдохе чистая энергия наполняет тело, на выдохе уходят остатки напряжения в теле. Концентрируемся на этом дыхании до полного расслабления. Дыхание становится спокойным, ровным. Дыхание поверхностное, еле заметное. Далее постарайтесь вспомнить что-то очень хорошее, что было раньше в вашей жизни. Вспомните эмоции, которые окружали вас. Радость медленно разливается по всему телу. Радость наполняет все тело. Радость плавно перерастает в чувство эйфории. Указательный палец правой руки ложим на больное место, а указательный палец левой руки ложим на любое другое место в нашем теле, где нету болевых ощущений. Затем задаем цель, например, чтобы боль полностью прошла. Удерживаем мысленное внимание на точках под правым и левым указательными пальцами и добавляем туда чувство радости или эйфории. Концентрируемся в этом состоянии несколько минут.
Затем отпускаем концентрацию, отпускаем пальцы рук и расслабляемся. Посидим в расслабленном состоянии несколько минут. Давайте разберем, как работает этот метод. Если кто когда-нибудь настраивал музыкальные инструменты, то знает, что такое резонанс. Представьте два камертона, настроенных на одну частоту. Если мы вызываем колебания первого камертона, второй камертон, стоящий рядом, начинает тоже колебаться с этой частотой. Это самый простой метод, чтобы понять, как работает резонанс. Все вокруг во Вселенной находится в постоянной вибрации. Каждая вибрация имеет свой резонанс. Два объекта, настроенных на одну частоту, начинают повторять вибрации один одного, как два камертона, про которые мы говорили ранее. Другими словами, человек, настроенный на определенную частоту, имеет определенный резонанс или возможность повторять вибрации других объектов на данной частоте. Например, в древности шаману, чтобы обрести способность врачевания, нужно было поменять частоту своих вибраций с помощью ритуальных танцев и песен. Поэтому состояние эйфории или радости меняет частоту вибраций человека и является главным фактором этого метода. Второй, немаловажный пункт – это задание цели. Задание цели создает направление движения мысленного энергетического потока. Концентрация внимания на больной и здоровой точке переносит ситуацию в квантовое поле с положительной вибрацией, где и происходит исцеление за счет изменения вибраций больного места. Из личного опыта могу сказать, что метод этот хорошо работает при острых заболеваниях, ушибах, травмах и тому подобное. При хронических заболеваниях помогает улучшить состояние в острые периоды болезни. А также с помощью этой методики можно помочь как себе, так и своим близким. Желаю всем здоровья и счастья. Большое спасибо за внимание.